Первые страницы дневника поражают своей простотой и, казалось бы, обыденностью. Однако за аккуратным и методичным почерком скрыты странные фразы, вызывающие вопросы. Наш герой Джон, 35-летний мужчина, работающий клерком в банке, ведет этот хроникально. Вначале он описывает типичный рабочий день и детали домашних обязанностей, но постепенно в записях начинают сквозить странные отступления. Джон натянуто шутит об окружающих людях, записывает на первый взгляд безобидные наблюдения, но в них есть что-то тревожное. Например, он мечтательски описывает свое посещение парка, где внезапно обращает внимание на ножи в руках у выставочного повара. Казалось бы, это лишь наблюдение, но спустя несколько строк он упоминает, что задумался о том, как ловко повар орудует инструментами. Записи отчетливо показывают момент, когда Джон вдруг перестает описывать исключительно свою рутину и начинает погружаться в мир фантазий и скрытых эмоций. Эта тонкая грань между обыденностью и пугающими мыслями создает напряжение. Его сознание уже подталкивает к более темным размышлениям, но это лишь начало того, что станет ключом к разгадке его истинной природы. Следующая страница может содержать еще более тревожные открытия. Джон — классический пример использования маски нормальности, термина из психологии, описывающего поведение людей с психопатией. Они искусно управляют восприятием окружающих, создавая иллюзию обаятельного, доброжелательного человека с социальными навыками на высшем уровне. На самом деле Джон не испытывает искренних эмоций, а лишь копирует их как опытный актер. За внешней приветливостью скрывается проницательный ум, способный мгновенно вылавливать мелкие особенности в поведении людей. Предпочтения, раздражения, акценты — это позволяет Джону легко манипулировать окружающими его коллегами и друзьями, становясь незаменимым в их глазах. Однако, в отличие от обычных людей, он не чувствует угрызений совести и равнодушен к чужим страданиям. Его маска не только защищает от подозрений, но и служит инструментом для достижения целей, позволяя Джону избегать внимания и получать выгоду. Это психологическое оружие делает его поведение еще более пугающим. Но ничто не вечно. Даже столь искусственно созданный образ может дать трещину, если кто-то заметит мелкие несоответствия. Внимательность и едва уловимые детали способны стать тем камешком, который собьет крепчайшую конструкцию маски, заставляя задуматься о том, что именно происходит у Джона за кулисами. Возможно, настало время посмотреть, как это поведет его к дальнейшему опасному пути. С первых лет жизни Джона можно было заметить тревожные звоночки. Уже к 3 годам его поведение стало выделяться странностями. Жестокость по отношению к животным вызывала у него особое удовольствие и не приносила ни капли сожаления. Эти действия, наполненные равнодушием и интересом к страданиям других, уже тогда демонстрировали темные стороны его личности. Интересно то, что Джон с увлечением разбирал игрушки, но не ради любознательности, а чтобы понять, как именно они ломаются. Важно отметить, что само по себе это не всегда является свидетельством психопатии. Однако его полное безразличие к разрушению и неподдельная радость от процесса отличались от простой детской любознательности. В школе Джон, как комик в многосерийном шоу, мгновенно превращался из одного персонажа в другого. Этот элемент манипуляции был его сильной стороной. Он легко находил подход к людям, демонстрируя нежность и внимание, а затем проявлял жестокость, когда никто не смотрел. Преподаватели видели в нем примерного ученика, закрывая глаза на редкие инциденты. Джон находил наслаждение в манипуляциях, словно режиссируя спектакль, где он главный герой. Это было для него тренировочным полигоном для будущих действий. Психопатические черты становились все более явными, и детские игры вскоре переросли в нечто куда более серьезное. В этом скрывалась основа его натуры, которая в будущем проявила себя в полной мере. Дневник Джона, как лупа, раскрывает характер умелого манипулятора. Такой человек обладает сниженной эмпатией, все еще способный понимать эмоции окружающих, но с холодной отстраненностью. Джон использует это понимание, чтобы достичь личных целей, создавая иллюзию искренности без глубинных переживаний. Эмоции, изображаемые Джоном, это маскировка, необходимая для удержания власти и достижения самоудовлетворения. Такой расчетливый подход свойственен многим манипуляторам, которые искусно прячут истинные намерения под социально приемлемыми жестами и словами. Они становятся мастерами обмана, вводя окружающих в заблуждение. Интеллект и стратегическое мышление Джона делают его особенно опасным. Ему не нужно сопереживать, чтобы прогнозировать действия своих жертв. Он видит окружающий мир как шахматную доску, где каждая фигура — это очередная возможность для достижения личных побед. Но с каждым успехом его ощущение контроля лишь усиливается. Формирование манипулятивных черт у Джона связано с социальным окружением и жизненным опытом, а не врожденными особенностями. Со временем его манипулятивные стратегии становятся все более изощренными. Хотя его поведение может не быть следствием явного психического расстройства, зачастую такие люди склонны проявлять черты, связанные с нарциссизмом и диссоциальными расстройствами личности.
Глубокие слои этого психологического портрета заставляют задуматься о том, что скрыто в его недрах. Но насколько далеко Джон готов зайти в своей игре и насколько разрушительной может быть эта партия, предстоит узнать на следующих страницах дневника. Тени его сознания еще не полностью раскрыты, и впереди нас ждут еще более мрачные откровения. В недрах человеческой психики некоторые особенности остаются неизменными, и Джон, наш тайный автор, предлагает неожиданный взгляд на природу контроля. Исследования показывают, что у преступников, стремящихся к господству, часто присутствуют навязчивые мысли о власти и доминировании. В своем дневнике Джон мастерски переплетает реальность и фантазии, заставляя задуматься о границах между ними. Его записи подробно раскрывают жгучее желание держать все под контролем. Подобные черты часто встречаются у личностей, страдающих диссоциальным расстройством, что делает анализ их психологии еще более захватывающим. Джон описывает, как его желание манипулировать окружающими становилось навязчивой идеей, и постепенно он начинал путать фантазии и реальные действия. В криминальной психологии этот процесс известен как переход от мысли к действию. Ключевой момент для многих серийных преступников. Несмотря на это, Джон, как и другие с подобными наклонностями, осознает нелепость своих стремлений к полномасштабному контролю сознания. Его представления о предсказании человеческих реакций больше напоминают художественный вымысел, чем истинные навыки. Но как далеко он может зайти в этом балансе между мраком и светом? Эти откровения подводят нас к грани, где иллюзия власти может однажды обернуться реальной угрозой. Страницы его дневника продолжают смущать и цеплять за живое, раскрывая бездну, в которую можно погрузиться еще глубже. Джон только начал осознавать, как далеко могут завести его сокровенные мысли. Долгое время он изучал окружающих, как если бы это был сложный ребус. Интерес к людям превратился в навязчивое желание контролировать каждую деталь их жизни. Его дневник отразил момент, когда абстракция мысли стала конкретным действием. Он подошел к этому событию с хладнокровием хирурга. Первая жертва для Джона была прежде всего объектом анализа. Это был незнакомец, не обремененный его эмпатией или привязанностями. В тот день все выглядело обыденно, но решимость, наполняющая Джона, не оставляла пустого места для сомнений. Его поступки не вызывали внутреннего противоречия. Скорее, это был шаг к новому пониманию самого себя. После этого события Джон ощутил не волну беспокойства или страха, а прилив сил и контроля. Это было похоже на внутреннюю трансформацию, где причастность к преступлению ознаменовала новую эпоху в его жизни. Не было чувства вины или страха перед правосудием, лишь чувство полной свободы и способности определять собственную судьбу. Первая кровь, как символ разлома между мыслью и действием, не оставила места для сомнений в выборе пути. Джон начал осознавать, что новая реальность теперь подчинена его личной воле. Вопрос лишь в том, насколько далеко он может зайти в этой игре без границ и рамок, вспоминая свои внутренние ощущения и находя в этом новое измерение существования. Как бездну, в которую легко заглянуть, но трудно покинуть, не отразившись еще глубже. Вопреки популярным мифам, серийные убийцы не всегда обманчиво уверены в своей неуловимости. На самом деле их мир часто полон внутренних конфликтов и нестабильности, что делает их действия бессистемными и порой рискованными. Такая эмоциональная неуравновешенность скрывается за тщательно продуманными масками, но в моменты стресса начинает проявляться на поверхности. Хотя Джон проявляет навыки манипуляции, его жизнь не лишена трещин. Коллеги замечают нечто странное, но он искусно сводит их наблюдения на нет. Все же мелкие недочеты накапливаются, и Джон постепенно осознает, что идеальная иллюзия может рухнуть в любой момент. Преступления приносят ему мнимую разрядку, но и повышают шанс оказаться под подозрением. В наши дни следственные команды вооружены психологическими профайлами и обширными данными. Поначалу полиция может ошибиться в паре шагов, ориентируясь на стереотипы, но это не значит, что они всегда находятся в тупике. Современные методы все чаще позволяют находить преступников, даже если они кажутся призраками. Следователи изучают закономерности и поведенческие отпечатки, которые оставляют след, как бы тщательно их не пытались скрывать. Таким образом, Джон, хоть и полагается на свои манипуляции, его внутренние противоречия оказываются его же уязвимостью. Он, как и другие преступники, неизбежно оказывается под давлением как извне, так и изнутри, что постепенно приводит его к вибрирующей черте, за которой даже малейшая ошибка может стать роковой. Как скоро его действия приведут к маршу полиции к его дверям? Вопрос не в том, если это произойдет, а скорее когда.
История серийных преступников не раз демонстрировала нам, как двойственная жизнь может перевернуть внутренний мир человека. Разгадывая внутренний мир Джона, мы сталкиваемся с удивительным парадоксом. Его дневник — это калейдоскоп тончайших ощущений, страх и тревога, вырезаны почти хирургически точно. Джон, параноидально опасаясь разоблачения, отчаянно анализирует каждую деталь своих действий, контролируя каждое движение, чтобы не оставить невидимый след. Это похоже на тщательно спланированную шахматную партию, где от одного хода зависит исход игры. В криминальной психологии подобные манипуляции называют формой саморегуляции, где отказ от рациональности компенсируется перфекционизмом, идеальным планированием преступлений, насыщенным навязчивым желанием сохранить анонимность. Джон ощущает нерушимую связь между своими действиями и растущим страхом быть раскрытым. Его внутренний мир — это постоянная борьба между уже натянутой маской и стремлением к защите идеального образа. Но каждая новая криминальная авантюра приближает Джона к моменту, когда его внутренняя ломка может вырваться наружу. Это внутреннее напряжение на грани разрыва способно спровоцировать его на еще более отчаянные шаги. Исследования показывают, что внутренний стресс и конфликты такого рода вполне могут толкнуть на повторные, еще более опасные преступления. Уязвимость Джона, постоянно движущегося между контролем и рискованным поведением, делает его не только сложным в плане психологического разбирательства, но и дает нам пищу для размышления о том, как долго удастся балансировать на этой грани, прежде чем чувство сомнения и страха не затопят его окончательно. Тени прошлого все сильнее стягиваются вокруг него, затрудняя дыхание и оставаясь неразрывной частью его сущности. Маскируясь искусно, как и всегда, он погружается еще глубже в лабиринт тайн. Что же предстоит обнаружить дальше на этих страницах? Остается только вдохнуть глубже и шагнуть в неизвестность. Влияние ритуалов и жертвоприношений в мире серийных преступников не просто личный акт, а часть сложной социальной динамики. В криминальной субкультуре ритуалы формируют психологическую стабильность. Это как кодекс поведения, негласные правила которого создают чувство безопасности и контроля вместо хаоса и страха. Этот процесс помогает серийным убийцам удерживать эмоциональную стабильность и значимость в собственной иерархии. Джон, наш герой, погружается в эти ритуалы не столько ради выходов из детских травм, сколько для стабилизации своего мышления. Подобные действия не всегда связаны с жестокостью ради самой жестокости, а скорее служат инструментом, с помощью которого Джон находит символический выход из внутренних конфликтов. Они дают ему ощущение сплоченности и идентичности, которые в обычной жизни он утрачивает. В криминальной психологии известно, что подобные ритуалы укрепляют уверенность и ощущение собственной значимости. Джон тщательно планирует и выполняет свои действия, избегая ошибок и создавая иллюзию контроля, который отличается от хаотичного существования. В этом процессе он не находится в поисках духовной истины, а скорее находит временное убежище от давления действительности. Важно понимать, что представление ритуалов как новой клетки — это скорее метафора. Действительно, они могут становиться постоянной частью жизни, из которой уже сложно вырваться. Через эти действия Джон находит способ выживать в своей криминальной роли, избегая наказания не только извне, но и от внутренних демонов, чьи голоса приглушены за счет тщательно выстроенных ритуалов. Хотя они и укрепляют его в данной точке времени, они также могут стать каркасом, ограничивающим его будущее. Они формируют нормы, усиливающие психологические защитные механизмы, которые в конечном итоге могут оказаться его слабочастью, когда он встретится лицом к лицу с собственной уязвимостью. Тень прошлого Джона неизменно преследует его, вытесняя уверенность и заставляя пристально всматриваться в прошлые ошибки. Независимо от того, насколько он убежден в собственной неуловимости, психологическое напряжение усиливается. Собственная вера в идеальность, повернувшая к лживым выводам, порождает сложившиеся противоречия. Человеческий фактор, как известно, отнюдь не безупречен. Это истинная причина, по которой даже опытнейшие спецагенты оказываются перед лицом разрушительной ошибки. Джон, как и многие в его положении, увлекается мелкими промахами, оплошностями в записях, и оставляет мелкие детали на местах, что в прошлом игнорировал из-за собственного эгоизма. Забвение этих незначительных деталей — стереотипное проявление раздвоенного сознания, присущее тем, кто ежедневно балансирует на грани тайны и раскрытия. Такое печальное завершение пугает, заставляя человека считать, будто его преследует невидимый враг. Джон ощущает, как внушающее страх давление реальности угрожает разрушить выстроенную маску перфекционизма. Это неизбежно приводит к осознаванию, что даже идеально разработанный план может быть сорван случайностью. История видела множество примеров, когда именно такая деталь становилась критической. Непостоянство окружения и желание выжить среди знающих людей делает подобное раздвоение личности критической слабостью агентов спецслужб. Чудовища, с которыми сталкиваются ежедневно, подвергают риску, становясь корнем личностных и профессиональных кризисов.
Джон, балансируя на лезвии лжи, неизбежно подвергает себя риску разоблачения. Как же он будет дальше справляться с этими внутренними и внешними давлениями? Это увлекательный вопрос, ответ на который может удивить. Пока Джон ощущает приближение тревоги, страх пронизывает каждую его мысль. Полиция активно использует методы профилирования, систематический анализ поведения преступника, знание модус операнди и оценку психологических маркеров. Это не просто аккуратный процесс, а научно обоснованный подход, позволяющий выделить среди множества подозреваемых нужного человека. Следователи разбирают детали преступления как мозаику, используя специализированные методы анализа улик, технические данные и показания свидетелей. Это напоминает шахматную партию, где каждый шаг продуман до мельчайших деталей. Для Джона каждый день становится испытанием на выживание, где угрозы кажутся реальными, а внутренний мир погружается в хаос. Под давлением интеллектуальных игр полиции Джон начинает терять контроль. Его жизнь превращается в запутанный лабиринт страха и паранойи. В это время следователи, опираясь на структурированный подход, разрабатывают план, направленный на выявление слабых мест и ошибок преступника. Научное профилирование, основанное на данных, позволяет не просто сужать круг подозреваемых, а выявлять настоящие мотивы и модели поведения. Внутренние переживания Джона усиливаются с каждым новым днем. Реальность давит на него, словно невидимый враг, и это увеличивает вероятность ошибки, которая может стать роковой. Маска уверенности трещит под грузом страха разоблачения. Полиция продолжает свой необратимый марш, готовая в нужный момент нанести последний удар. Сможет ли Джон справиться с этим нарастающим давлением и найти выход, или сеть, сплетенная из стольких уловок, начнет ослабевать, грозя разорваться в любой момент? Ответ на этот вопрос вскоре предстоит узнать, и он может оказаться неожиданным. Последние страницы дневника Джона ясно показывают переход от поверхностного контроля к полному хаосу в его жизни. Все, что он считал устоявшимся, начинает рушиться. Каждая строка пропитана тревогой, которая усиливается с каждым новым предложением. Его разум уже не так острый, как прежде, а записи начинают терять внятность. Джон описывает попытки ухода от реальности через тщательно продуманные маршруты, которые существуют только в его сознании. Эти места значимы для него, от безмятежных укрытий до мрачных уголков, где он обретал спокойствие. Слова выдают не столько желание бежать, сколько стремление исчезнуть без следа, будто его никогда и не было. Среди этих заметок ждет осознание. Тени прошлого догнали меня. Трупы, страх и исчезновение остаются всегда за плечами. Этим фразам Джон доверяет свое тягостное прощание с миром, создавая образ основного противоречия, где страх и исчезновение — его укрытие. Эти заключительные страницы не только подводят итог внутренним бурям Джона, но и оставляют место для неразгаданных тайн. Как в настоящей жизни, так и в пределах дневника остаются пробелы, оставляющие азарт для поиска фактов. И хотя Джон предпочел исчезнуть, его последние слова продолжают влиять на современность, вызывая интерес и вопросы к его реальной истории. Теперь, когда Джон покинул сцену, остается только гадать, возможно ли было расшифровать его истинные намерения, или же дневник останется лишь молчаливым свидетельством его мрачного путешествия. Вопросы об этом персонаже все равно останутся актуальными, подогревая интерес загадкой, вышедшей за пределы страниц.